Рост цен на недвижимость, инвестиции в недвижимость, рост цен на дома, на каменные, на каркасные, на СИП-панельные дома, на наши дома. Рост цен на строительные материалы, причем колоссальные. Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Вирмак и ее ведущий Александр Захурдаев. Итак, всех интересует вопрос, что же творится с ценами на строительные материалы. Не так давно, 1,5 месяца назад, у нас был ролик, и я сказал: ребята, ОСБ материал листовой подорожает 2 раза по 30 в короткий срок, в течение 2 недель на 60%. Никто не верил, через 2 недели это произошло. Сразу анонсирую: ОСБ, фанера, пиломатериал, лес с 17 подорожает на 10%, и с 21 еще на 10%. Могу немножко ошибиться. Тем не менее, у нас действительно есть серьезные источники, работаем много с кем, много куда кто вхож, оттуда и такая информация. И оттуда в том числе нам легче работать, а вам в свою очередь легче к нам прислушиваться, соответственно инвестировать в недвижимость и более грамотно распределять свои финансовые средства при строительстве тех же СИП-домов, каркасных домов, каменных и иного рода какой-то недвижимости. Да, кстати, я нахожусь в Краснодаре, и что хотелось бы сказать на рост цен на недвижимость в том же Краснодаре и насколько они поменялись. На протяжении нескольких прошедших лет цены в Краснодаре соответствовали от 28, 30, 35 тысяч за квадратный метр. Сейчас самое дно 72. Вот и подумайте, есть ли смысл инвестировать в недвижимость или нет. И 90, и 100 в Краснодаре это не предел. Соответственно, это единственный южный миллионник, который приравнивается ко всем инвестиционно привлекательным городам-миллионникам в нашей стране, где цены действительно были совсем недооценены. Да? В Краснодаре были цены 5 лет назад 27 тысяч за квадратный метр за квартиру, в Хабаровске 40, 60, выше уже давно в 2 более раза цены разнились. Вот. Теперь, что касается о рынке строительных материалов. Действительно, цены скаканули и очень сильно. Тот же металл подорожал, например, с 60 тысяч за тонну до 80 к 30 апреля. И между праздниками, между 1 и 9, скаканул до 100 тысяч за тонну. Это я вам говорю оптовые цены. Сколько будет еще преференция по рознице, только одному Богу известно. Каждая розничная площадка будет по-своему работать. Что касаемо металла оцинкованного, то он подорожал с Нового года до текущего момента, до мая месяца, в 2,2 раза. И это вообще не предел, потому что мы заключаем контракты с ЛСТК домами, с домами из оцинкованного профиля в качестве конструктива силового. И нам поставщики под нас резервируют материал, но цены не дают. Представляете, как мы работаем с вами, с заказчиками, и что вы от нас просите, и в каких мы условиях находимся. Что касаемо пилмат, это тоже в 2 раза. Что касаемо того же USB, я говорил. USB это материал, который является прямым конкурентом тому же ЦСП. Кто-то ЦСП выбирает в качестве ограждающих листовых материалов при строительстве каркасных или СИП-панельных домов, кто-то выбирает USB. Так вот, USB изначально всегда был дешевле процентов на 25-30. Вдумайтесь, 25-30. При том, что мы сравним немножечко разные материалы. USB 2,5 высота на 1,20 м, то ЦСП это 2,70 вместо 2,50 на те же 1,20 м. То есть квадратные метры в ЦСП больше. Здесь 3,2 квадратных метра, там 3,7 квадратных метра в одном листе. Так вот, USB подорожал таким образом, что он стал сейчас на 10% больше, чем ЦСП, при том, что самих квадратных метров в одном листе там меньше. А плюс еще я вам только что анонсировал еще значимое удорожание того же USB буквально в вышесказанных датах. Задумайтесь. Соответственно, как мы работаем, чтобы хоть как-то отконтролировать и гарантировать свои поставки, выполнять свои гарантийные обязательства. Это все банально просто. Во-первых, это действительно какие-то отношения с крупными игроками и производителями. Как я уже ранее говорил, мы являемся официальными дистрибьюторами завода ЦСП «Свирь». Напрямую работаем с ЦСП «Томаг». Напрямую работаем с ЦСП «МТИ» «Кострома».
И благодаря тому, что и с теми компаниями, производителями работаем, мы хоть как-то с трудом, но свой объем выбираем. Тоже и касается и пиломатериала. Да, и самое главное, на 2 месяца вперед и за свои деньги приходится оплачивать. И после оплаты через 2 месяца только к тебе приходят фуры. Только таким образом и только так мы сейчас работаем в текущую данность. Вам, кстати, вопрос. Много ли так компаний способны работать? Поэтому при заказах, при договорах, при каком-то обсуждении какого-то такого вопроса подумайте, что есть, как есть, проверяйте склады, проверяйте производство компаний. В эту такую текущую сложную данность, на это точно надо выделять время, не лениться и никому не доверять, а воочию убеждаться, соответствуют слова заявленной действительной реальностью. И откуда это происходит, и почему надо все-таки инвестировать в недвижимость. Все очень легко и просто. У нас официальная инфляция сколько процентов? 10, как примерно заявляет правительство. А на самом деле какая инфляция? А ведь сейчас правительство выделяет через банки огромное количество денежной эмиссии, денежных средств, да, под очень недорогие льготные кредиты. Соответственно, бум на квартиры, на покупку недвижимости, он только растет. То есть вы берете по 3-4% кредит, покупаете квартиру, инфляция реальная, если официально 10, реально на 20 и 30. Соответственно, денег не надо копить, ничего не надо, то есть государство за вас это все делает. Почему не вкладывать сейчас? Не каждый год такое было и не каждый год такое будет. Мы все понимаем, что такие подарки не всегда. Оттуда, конечно, и рост цен, и сговор жадных крупных производителей. Не без этого. Кто-то что-то высиживал, а сейчас пытаются продать по максимальной цене. Оттуда и искусственный спрос. Плюс у нас страна какая? Не унитарная, а федеральная. Соответственно, везде своя федерация, везде свои, скажем так, царьки, свое понимание процесса, и московской центральной власти тяжело с этим бороться. Пока доведут через фаз все до своих мест, цены еще поднимутся. Да, повышение цен на стройматериалы и на недвижимость. Повышение цен на стройматериалы и недвижимость еще будет продолжаться на протяжении первого этого полугодия, и только во второй половине второго полугодия какое-то будет замечено какое-то снижение или, скажем так, выравнивание цен. Да, конечно, всегда они расти не будут, но ниже того предела, чего добьются в том же там сентябре, октябре, ниже уже цены не упадут. Вот вам еще один совет по поводу инвестиций там, в СИП-дома, в каркасные, в каменные, в квартиры, в недвижимости. И это очень важно. Так как у нас клиенты заходят на наши контракты не 1 месяц, и 2, и 3, и 4, думают, проекты могут делать 2-3 месяца. Спрашивают, насколько цены поменялись. Давайте вот на примере там нескольких распечатанных проектов я вам объясню, насколько конкретно подорожало, ну и почему, только что я говорил. Давайте посмотрим. Передо мной распечатан вот такой вот дом в стиле хай-тек, 162 квадрата. Давайте быстренько тут посмотрим. 2 визуализации с разных сторон, 2 плана. И пока вы смотрите на план, что хотелось бы сказать. Человек обратился 12 февраля. Это коробка этого дома с монтажом от Вирмак, то есть фундамент, стены, перекрытие крыши и кровля стоило 2 260 000 рублей. То на 27 апреля цена составила 2 674 000 рублей. То есть подорожание составило 400 000 рублей на этом доме. Ну и план СИП-дома давайте 2-го этажа посмотрим. Вот вам живой пример простенького домика одноэтажного в стиле хай-тек, без дополнительных каких-то архитектурных изысков. Дом у нас 111 метров квадратных. Вот. Ну и планы, да? 1-й этаж, 2-й этаж.
в январе цена этого дома составляла 1 миллион 900 тысяч рублей, то в мае цена на этот дом составляла уже 2 миллиона 211 тысяч рублей. Вот такая вот разница есть. Она составляет от 15 до 30%. Но есть еще другие причины, которые никак не связаны с ростом цен. Почему еще может удорожать проект? Клиент, предположим, обращается с определенным заданием, немножечко нестандартным. Сразу оговорюсь, это, скажем так, здание коммерческого использования, мясоперерабатывающее здание, продажа мяса, разделка. Вы, когда к нам обращаетесь с коммерческим предложением, вы скидываете какой-то аморфный рисунок, да, с какими-то линейными размерами. Соответственно, наши специалисты дают вам коммерческое предложение. Но в итоге потом мы выясняем целевое использование этого здания, какие особенные требования. Потому что если здание ИЖС, требования одни. Если это здание, в котором будут проживать дети, это коммерческое использование, либо продаваться какие-то виды продукции, тем более пищевой продукции, то это требования совсем другие. От контролирующих государственных органов, так и действительно требований, которые необходимы, чтобы это здание действительно эксплуатировалось долгие годы и не приходило в негодность и служило действительно гарантированно, выполнял свой срок службы до определенного назначенного срока капитального его обслуживания. Так вот, в данном строении, когда выяснил целевое использование, а это здание по продаже мясопереработки, где высота в части, каких-то части строения доходила до 6 метров стен. Так вот, где мы должны применить ЛСТК с черным металлом, там сопряжены несколько разных технологий. Наши СИП-панели с ЦСП, но здесь будет не с каменной плитой утеплитель, а с полистиролом. Так вот, здесь цена при выяснении вот этих всех факторов подросла. И плюс, да, пока шли переговоры, тоже цены, кстати, рост цен сказался на стройматериалы при выполнении проектных работ. Цена от 6 миллионов поднялась до 9 миллионов. Что хотите в комментариях пишите. Я говорю за данность, я говорю за здравого человека, который обладал этой денежной суммой, который у нас договорился и ждет с нетерпением, когда мы построим. Соответственно, это не миф, не блеф, это реальное производство работ, реальная текущая данность компании Вирмак. Ребят, рост цен на стройматериалы, на недвижимость 2021 года, он действительно значимый и колоссальный. Ожидать, что все вернется на свои круги, такого не будет. В любом случае цены еще поднимутся. И если вопрос стоит остро, инвестировать либо строить, соответственно, и инвестируйте, строите, дешевле уже точно ничто никогда не будет. А во многих городах вообще существует и действительно явный дефицит. Например, у нас офис находится в том же Севастополе, а Севастополь на секунду является третьим городом федерального значения, федеральным центром после Москвы и Санкт-Петербурга. Так вот, там первички, недвижимости, квартиры вы вообще уже не купите, все распродано. Поэтому еще раз, вкладывайте, если есть средства, но очень выверенно, очень осторожно, чтобы не получилось так, что вы что-то продали, а что-то построить, либо что-то большее купить, я имею в виду квартиру или дом, или залезть в строительство, а у вас не получилось. Соответственно, обращайтесь в компании, в наши, в подобные компании. Выходы, решения всегда есть у рабочих компаний, поэтому спасибо за внимание. Я думаю, вы меня услышали, воспользуйтесь моими словами и советами. Ну и мир вашему будущему дому и до новых встреч!